Сегодняшний день мог стать последним в жизни Асджана Дениза. В 11 часов дня его экстренно госпитализировали, а позже провели срочную операцию на сердце. Все произошло неожиданно, но причина этого несчастья кроется в одном интервью, которое актер не должен был видеть. Однако утром он включил телевизор и услышал слова, которые едва не отправили его в мир иной. Сложные отношения с семьей. Асджан Дениз – один из самых известных актеров и певцов Турции. Его карьера длится уже несколько десятилетий, он снялся в огромном количестве успешных сериалов и фильмов, завоевал любовь миллионов зрителей. Но за фасадом успеха скрывается трагедия, его отношения с семьей никогда не были простыми. С годами напряженность между ним и родными только усиливалась. Особенно сложными стали его отношения с матерью. Последние годы их разногласия достигли такого уровня, что их обсуждала вся страна. Конфликты вспыхивали один за другим, и причиной часто становилась его личная жизнь. Мать Асджана не одобряла его выбор, критикуя его за отношения с Самар Дадгар. Она не раз говорила в интервью, что ее сын отдалился от семьи, что он принял неверное решение. Несмотря на все это, Асджан никогда не выносил свою боль на публику. Он не отвечал на обвинения матери, не комментировал скандалы. Возможно, ему хотелось просто жить спокойно и не устраивать очередное шоу из семейных проблем. Но этим утром что-то изменилось. Утро, изменившее все 10 часов, роковое интервью. Сегодня утром Асджан находился дома. Ему ни о чем было беспокоиться, день начинался как обычно. Он включил телевизор, пролистывал каналы и вдруг наткнулся на интервью, в котором его мать говорила о нем. Первое, что он услышал, было ее голосом сказанное: «Я скажу правду, какой бы она ни была». Эти слова привлекли его внимание. Он замер, вслушиваясь в каждую фразу. Но чем дальше он слушал, тем тяжелее ему становилось. Она говорила о том, что ее сын сделал в жизни слишком много ошибок, что он отвернулся от семьи, что он забыл о своих корнях. В ее голосе звучали разочарование и обвинения. Асджан молча смотрел. Его взгляд становился все более напряженным. В какой-то момент он сжал кулаки, его дыхание стало тяжелее. Он понимал, что эти слова попали прямо в сердце. Шли минуты, а его напряжение росло. Было видно, что он едва сдерживает эмоции. Критический момент, 11 часов, сердечный приступ. Спустя час, примерно в 11 утра, случилось непоправимое. Асджан почувствовал резкую боль в груди. Она была настолько сильной, что он едва мог дышать. Он схватился за грудь, пытаясь восстановить дыхание, но с каждой секундой ему становилось только хуже. Его сердце билось неровно, казалось, что оно пытается вырваться наружу. Голова закружилась, перед глазами все поплыло. Он сделал шаг, но ноги подкосились. Он рухнул на пол. Родные, находившиеся в доме, увидели, что с ним что-то не так. Началась паника. Кто-то сразу бросился к телефону, чтобы вызвать скорую. Асджана пытались привести в чувство, но он едва мог говорить. Через несколько минут приехали врачи. Осмотрев его, они поняли, что медлить нельзя, его срочно нужно доставить в больницу. Паника и гнев Самар Дадгар. Новость о случившемся молниеносно дошла до его жены, Самар Дадгар.
Когда она узнала, что ее муж оказался в критическом состоянии, ее охватил настоящий ужас. Она была не просто напугана, ее эмоции взорвались. Она не могла поверить, что всего несколько минут назад он был в порядке, а теперь его жизнь висит на волоске. В отчаянии она взяла телефон и написала в своих социальных сетях сообщение, которое тут же привлекло внимание тысяч людей. Это было не просто сообщение, это был крик души. Она обратилась ко всей семье Асджана, к его матери, брату и сестре. В ее словах звучала боль, гнев, отчаяние и даже угроза. «Если с ним что-то случится, я разрушу вашу жизнь. Я уже иду в больницу, я не могу дышать. Если Асджан пострадает, вы ответите за это». Эти слова моментально разлетелись по интернету. Люди обсуждали их, кто-то поддерживал Самар, кто-то осуждал ее за столь резкую реакцию. Но одно было ясно, эта ситуация дошла до критической точки. Экстренная госпитализация и операция. Тем временем Асджан находился в больнице. Врачи осмотрели его и приняли решение, нужна срочная операция. Сердечный приступ оказался настолько серьезным, что медлить было нельзя. В операционной шла борьба за его жизнь. Каждая минута имела значение. В это время семья актера собралась в больнице. Напряженность висела в воздухе, особенно после слов Сама. Ее прибытие в больницу могло привести к еще большему скандалу. Поклонники следили за новостями. Миллионы людей ждали, чем закончится этот день. Развязка, что с ним сейчас. Спустя несколько часов врачи наконец сделали заявление. Операция завершена. Асджан Денис выжил. Его состояние стабилизировалось, но он остается под наблюдением врачей. Ему предстоит длительное восстановление, и в ближайшие недели ему категорически запрещены любые волнения. Но вопрос в другом, что теперь будет дальше. Этот день стал переломным. Смогут ли Асджан и его семья когда-нибудь наладить отношения? Или этот инцидент окончательно разрушит их связь? Как теперь поведет себя Самар Дадгар? Сможет ли она простить семью мужа? Или этот конфликт перерастет в настоящую войну? Сможет ли Асджан эмоционально оправиться после всего, что произошло? Финал – открытый вопрос к зрителям. Эта история далека от завершения. Возможно, самое интересное только начинается. Как вы думаете, кто в этой ситуации виноват? Почему конфликт в семье Асджана Дениза зашел так далеко? И что будет дальше? Пишите в комментариях свои мысли. Подписывайтесь, чтобы узнать новые подробности этой драматической истории.